Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Девятнадцатилетняя Виктория Ясель училась в Белорусском институте правоведения на заочном отделении и параллельно работала продавцом автозапчастей в одном из торговых центров Минска. В то утро, 20 августа 2014 года, Виктория, как обычно, вышла из своего дома, где проживала с родителями, в городе Михановичи Минской области, и поехала на работу на электричке. А на следующий день ее родные обратились в полицию с заявлением о пропаже дочери. Благодаря видеонаблюдению стало установлено, что вечером 20 августа около 19 часов в Минске Виктория вышла с работы, села в серебристый «Мерседес» и уехала в неизвестном направлении. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщиками была установлена личность водителя, который последним видел девушку. Однако молодой человек пояснял оперативникам, что подвез ее до Михановичей и после этого не видел. Тогда же было решено более детально проверить показания парня. Водителем «Мерседеса» оказался 21-летний Кирилл Поборцев, уроженец города Орша. В последнее время вместе с малолетним сыном проживал в деревне Дубовляны Минского района и был женат. При проверке показаний было установлено, что молодые люди были знакомы около 3 лет, переписывались в социальных сетях, имели общих знакомых, иногда встречались в компаниях. Когда молодые люди познакомились, девушке было около 16 лет. Вскоре Виктория узнала, что ее приятель женился, а также, что у него будет ребенок. Тогда девушка приняла решение прекратить общение, хотя Кирилл не желал того же. Сам парень характеризовался как человек несерьезный, имея семью, предпочитал проводить время в компании посторонних девушек. Кирилл был из обеспеченной семьи, владел дорогим автомобилем и занимал высокооплачиваемую для его возраста должность. Правда, на предприятии у своего отца. Молодой человек ни в чем себе не отказывал, любил погулять и посещал шумные места и компании. С будущей женой он познакомился во время службы в армии. Женщина подозревала о его склонности встречаться с девушками на стороне, однако на тот момент уже родила от Кирилла ребенка. В день заявления о пропаже Виктории оперативно-следственная группа обследовала место жительства, а также место работы без вести пропавшей девушки. Был опрошен ряд лиц, с кем работала девушка, а также изъята видеозапись, по которой оперативники выяснили, что за Викторией приезжал серебристый «Мерседес». Параллельно оперативники стали изучать личность девушки, с кем она общалась, а также страницу в соцсети, и выяснили интересные подробности. Виктория вела переписку с Поборцевым. Отношения Виктории и Кирилла приобрели новый поворот в глазах следователей. Оказывается, молодые люди имели симпатию друг к другу на протяжении многих лет, и Виктория даже навещала его в армии. Однако вскоре Кирилл предпочел другую и вступил с ней в брак, однако не желая прерывать отношения со старой знакомой, предложил остаться в дружеских отношениях и время от времени напоминал о себе. О Виктории отзывались сугубо положительно. Девушка была из разряда примерных, всегда давала отчет родителям о том, где она и с кем. Поборцев и Виктория не общались около полугода. 20 августа он внезапно решил объявиться и предложил девушке встретиться, заехав за ней после работы. Девушка видела по его странице ВКонтакте, что семейное положение Кирилла не изменилось, и не понимала, что хотел от нее парень. Ведь точки в их общении были давно расставлены, но все же на предложение согласилась. В тот день Поборцев сначала отвез свою супругу в автошколу, затем решил встретиться с Викой. Как и обещал, он прибыл на парковку торгового центра около 18:00.
Как и зафиксировали видеокамеры, девушка села в автомобиль знакомого, и они отправились по направлению к Михановичам. На полпути машина остановилась, и молодые люди решили совершить прогулку. Пара была замечена несколькими свидетелями, так как место, где они высадились, было достаточно людное, виднелись жилые массивы. После прогулки молодые люди вернулись в машину, и Поборцев даже разрешил Вике попробовать поводить его автомобиль. Девушка была вне себя от радости, садясь за руль Мерседеса. Дальнейшие спутанные показания Поборцева как-то совсем перестали походить на правду. Он начал убеждать полицейских в том, что, остановив машину, Виктория сама вдруг начала предлагать интимную близость, и у него не получилось устоять перед этим. Перебравшись на заднее сиденье, по его словам, Виктория якобы настаивала, чтобы близость происходила в жесткой форме, в результате чего молодой человек начал сдавливать шею своей партнерши. То, что он задушил девушку насмерть, он якобы сам не сразу осознал. Увидев, что несчастная находится без сознания, он начал бить ее по щекам и делать массаж сердца. Так Поборцев объяснял ссадины и побои на теле Виктории. Поняв, что девушка мертва, он рассказал, что сильно испугался последствий и положил бездыханное тело в багажник, после чего направился в сторону деревни Дубовляны, где жил вместе с женой и родителями. Выбрав непопулярный маршрут, Поборцев прихватил лопату, прибыл на кукурузное поле и припарковал машину на дороге, где редко ездят автомобили. Закопав тело Виктории в поле, Поборцев позаботился о том, чтобы избавиться от вещей потерпевшей, и выбросил их в лесу по дороге обратно. Для того, чтобы создать себе какое-то алиби, молодой человек сразу же встретился с друзьями и провел с ними вечер. Одного из своих приятелей Поборцев попросил подтвердить на следствии, что тот одалживал у подозреваемого лопату, и как раз в тот день решил ее вернуть. Позже жена Поборцева недоумевала, почему тот не встретил ее из автошколы, не подходил к телефону и где все это время пропадал. На что супруг отвертелся, объяснив все встречей с друзьями в гараже и тем, что звонки не слышал. К этому моменту родные Виктории уже успели забеспокоиться, так как девушка не вернулась домой. Со слов матери, Вика никогда не позволяла себе задерживаться допоздна без предупреждения или не приходить домой на ночь. А тут еще и телефон недоступен. Вскоре в ходе оперативной работы нашлись свидетели, которые подтвердили, что видели пару, прогуливающуюся вдоль дороги, именно так, как и рассказывал на допросе Поборцев. Следователи решили копнуть глубже и выяснить, в каком состоянии он находился во время встречи с друзьями в тот вечер, и получили информацию, что Поборцев нервничал и был взбудоражен. Также в ходе проверки выяснилось, что телефон пропавшей и телефон обвиняемого подавали сигналы одновременно, сначала возле места жительства Виктории, затем возле дома Поборцева. На этот раз следователи решили повторно допросить Поборцева, имея на руках уже серьезные факты. К этому моменту в полицию обратился мужчина, нашедший в лесу фотографию девушки с подписью «Ясель». Осмотрев место обнаружения, оперативники постепенно нашли и остальные женские вещи. С их слов, одежда была порвана и разбросана, что-то висело на ветках. Все указывало на следы борьбы. Оперативникам удалось установить, что в километрах 3-4 от обнаружения вещей пропавшей находился дом Кирилла Поборцева. Молодой человек на этот раз не стал скрывать правду и сознался, что Ясель мертва, и согласился показать место, где закопал труп, но утверждал, что к ее смерти не имеет прямого отношения. По его словам, это было преступление по неосторожности. Мало того, преступник утверждал, что перед тем, как предложить близость, Виктория переоделась в платье с глубоким декольте и чулки. Однако, по словам опрошенных знакомых, Виктория никогда не носила подобных нарядов. Получалось, что сам Поборцев перед смертью надел на Викторию платье, которое принадлежало кому-то другому, и в ходе следствия так и не удалось выяснить, кому, а подозреваемый отказался это комментировать. Выяснилось, что обвиняемый избил потерпевшую, порвав ее одежду. С целью скрыть изнасилование он переодел ее в чужую одежду, а порванную выбросил. Однако на протяжении всего допроса Поборцев настаивал, что убивать Вику он не хотел. Все получилось по неосторожности. Так как следователи детально изучали личность потерпевшей, они пришли к выводу, что Виктория не являлась настолько распущенной, насколько ее старался выставить Поборцев.
Выяснилось, что за несколько месяцев до инцидента Виктория проходила медосмотр и была на тот момент девственницей. Девушка дружила с разными молодыми людьми, и никто из них не мог охарактеризовать ее таким образом, как это делал Поборцев. Окончательная картина начала проявляться в ходе судебного разбирательства. Поборцеву предложили показать, как все происходило на самом деле. Для этого обвиняемому предоставили автомобиль и манекен. За действиями обвиняемого следили эксперты, которые по итогам пришли к единогласному мнению, что Поборцев лжет. Судмедэксперты заявили, что характер телесных повреждений опроверг версию Поборцева о том, что смерть была причинена случайным образом. Учитывая интимные подробности преступления, все судебные заседания проходили за закрытыми дверями. 1 июня журналисты впервые увидели подсудимого. Лицо он старательно прятал от объективов телекамер. Мать погибшей настаивала на пожизненном заключении для подсудимого. Но, возможно, смягчить приговор суд решил, так как молодой человек женат и имеет ребенка. В присутствии журналистов огласили только приговор. Суд признал 21-летнего парня виновным в изнасиловании и совершении умышленного убийства. По совокупности наказаний суд назначил ему срок в 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу матери Виктории Ясель 300 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Если в течение месяца обвиняемый добровольно не погасит эту сумму, то в счет компенсации будет обращен его автомобиль «Мерседес», iPhone и наручные часы. Прокурор просил для Поборцева 22 года лишения свободы, однако обжаловать приговор не будет. Адвокат обвиняемого Руслан Яковлев сказал, что приговор будет обжалован стороной защиты. Он настаивает на том, что убийство было совершено по неосторожности, а смягчающей мерой сторона защиты считает то, что обвиняемый совершил явку с повинной. Друзья, а вы как считаете, насколько справедлив такой приговор? Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.